Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Продолжается совместный проект двух проектов «Геоэнергетика инфо» и «Точка сборки». И сегодня в гости, после длительного визита в город Казань, к нам в гости заглянул профессор Московского энергетического института, доктор технических наук Евгений Геннадьевич Гашо. Евгений Геннадьевич, добрый день. Добрый вечер, Борис Ильич. Рад вас видеть и слышать. Да, добрый вечер. Не очень по срокам, может быть, и даже не очень кстати, но тем не менее. В этом году исполнилось 40 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, и вы порадовали новой книгой «Чернобыль. Нам было 20 лет». Вы составитель этого сборника замечательного, на мой взгляд. Пару слов о сборнике и, наверное, пару мыслей о том, что было и чем все это обернулось для атомной энергетики вообще и для того, что мы называем объединенной энергосистемой России, единой энергосистемы. Какие последствия это дало во все стороны, и как лично вам этот опыт, который вы получили. Пару слов. Это можно примерно на 6 передач растянуть, да, Борис Ильич? Как всегда, ваши мудрые вопросы такие, мы постараемся побыстрее, по крайней мере, оперативно обозначить действительно, для чего эта книга. Видоизменилась, вы же знаете, была книжка, которую мы выпустили 5 лет назад, по итогам этого мерзотного сериала. Не совсем по итогам, просто мы давно хотели выпустить книгу наших воспоминаний. Поскольку нас все слышат, конечно же, за язык надо притягивать, вы сказали 6 передач. А почему бы нам не сделать действительно такой цикл передач, посвященных тому, что происходило в мае 1986 года в Чернобыле, почему это происходило, как мы из этой ситуации всей страной выходили. Такое предложение есть, если, конечно, наши зрители и слушатели с удовольствием услышат и поддержат. Да, тем более, что в сети каждый год появляются новые материалы, и когда мы готовили уже это издание, действительно, за эти 5 лет из сети появились материалы, и энтузиасты, например, есть такой, он на Хабре расположен, 15 серий, причем там в каждой серии по десяточка-полтора, 30-40 фотографий, техники, документы, блестящий материал, просто абсолютно блестящий. И это не журналист, это человек, который сам с головой вытягивает такую штуку. Там даже непонятно авторство, вроде фамилия Степанов стоит, честно говоря. Я даже не до конца разобрался, но низкий поклон человеку, потому что труд невероятный, и суд вытащил, и воспоминания разных людей, поэтому это, конечно, я говорю, это важно, это остается, это бередится, это это важно. Каждый год мы читаем студентам в апреле-мае лекцию, посвященную техническим предпосылкам и последствиям. И каждый год ребята слушают с большим неослабевающим вниманием. В этом году удалось прочитать, кроме 7 лекций в МАИ, лекции удаленно и неудаленно: Воронеж, Белгород, Донецк, Иваново, Смоленск, Казань, Саратов, еще было 7 точек. И это такой очень важный опыт. Очень важный опыт. Книги издали как подарочный вариант. Спасибо вам, Борис Ильич, за комментарий на задней обложке книги, тоже в том числе. Мы будем их распространять по вузам, по библиотекам. И, конечно, если кому-то нужно, то милости просим, пишите свои адреса. Будем как-то высылать и, эту книгу передавать. Здесь 3 части, так же, как и в тот раз. 3 части: техника и наука глазами инженеров, специалистов Московского энергетического института, наша часть. Потом 10 воспоминаний в прошлом варианте, в этом варианте 13 воспоминаний. В этом году 2 из нашего отряда студенческого дозиметристов, о котором мы пишем, уже нет с нами. И маленький комментарий к их интервью написали их дочери. Очень проникновенные, очень теплые, очень такие нужные слова, которые они не успели сказать своим отцам, но они сказали всем тем, кто еще остался. И 3-я часть — это ключевые воспоминания людей, которые там были, которых мы видели там. Кто-то видел, соответственно, генерала Тараканова, кто-то общался с Николаем Карпаном, начальником дозиметрической службы станции, с Евгением Мироновым, специалистом по дозиметрической разведке. Легасов Алексеевич там есть. Кстати, его дочь тоже написала комментарий, и он очень ценен, потому что он прям касается таких аспектов, которые раньше не озвучивались. И, собственно говоря,
400 страниц, подарочный вариант. И еще раз, когда мы в этом году над ним работали, мне не покидало ощущение, ну, как бы такой его неослабевающей актуальности. Неослабевающей актуальности, потому что ведь на самом деле катастрофа, она про людей. Да? Технически это была, скажу, не очень популярную среди экологов мысль, это была заурядная катастрофа, заурядная авария, да, с определенным выбросом, неприятным выбросом, но по шкалам, по всем, авария достаточно заурядная. А вот как она стала катастрофой, я бы не побоялся, союзного и такого полуматерикового характера, это надо исследовать, потому что она стала социальной катастрофой. Социальные последствия Чернобыля неизмеримо больше, они больше даже не на порядок, на 1,5 порядка. И вот все это людьми пережитое, и потом это стало началом спускового механизма распада страны. Похоже, что кто-то не то чтобы запланировал, но кто-то это активно использовал для этого дела. Поэтому не ослабевающая актуальность, потому что готовность людей к такого рода критическим ситуациям, мы с вами видим на дворе, да, ну, что происходит, и критические ситуации немножко приумножаются. Поэтому очень важно понять, что с готовностью, что с адаптацией. А она не такая, какая нам бы хотелось. Поэтому в этом смысле наш вклад в то, чтобы говорить о том, что разные ситуации могут быть, и к ним надо быть готовым психологически. Не только психологически, на самом деле и организационно. Ведь энергетика, так как мы видим ее планирование сейчас, она вот на некий общий спрос, среднюю температуру по больнице. Ведь всегда закладывалась энергетика именно на максимально неудобные обстоятельства. На погодные условия, на какие-то транспортные вещи, не привезли топливо, что-то сломалось, вот всегда с запасом было. И Чернобыльская катастрофа вот, при всем негативе показала, что на самом деле страна была готова реагировать. Это не только добровольцы, это и там огромные организационные вопросы возникли, и их решали просто на ходу, потому что были готовы, структура была готова. И мне кажется, что это тоже один из тех слоев, который важен, если мы говорим о Чернобыле. Он важен не только для России. Очень тихо, очень спокойно ко всему произошедшему отнеслась Белоруссия. Огромная работа, говорят о заражении Чернобыльской зоны, но ветер дул в сторону Белоруссии, и в процентном отношении она пострадала значительно больше. 70% выбросов силы в Беларуси. И они это пережили и отнеслись к этому совершенно спокойно. Построена новая атомная электростанция. Никто в Беларуси не впал в панику, как мы это видели в Европе с антиядерными настроениями. Отнеслись спокойно, взвешенно, аккуратно просматривая то, что получилось плохого, насколько плохого. То есть вот такая готовность. Мне кажется, что сейчас мы действительно как-то менее готовы. И энергетическая система, похоже, каким-то кризисным явлениям не очень хорошо готова, что мы наблюдаем. Понятно, что то, что сейчас, так скажем, проблема малого неба, это одно, но у нас и без этих проблем мы и сами умели, и далеко не всегда блестяще выходим. А вот что касается, так скажем, аварийно-спасательного пласта, тут очень много вопросов. Так что книга действительно подумать, почитать, поразмышлять. Рекомендую. Борис Ильич, конечно, спасибо. Начнем с кризисов немалого неба, да, ну, мы же с вами хорошо помним прошлый май, когда, значит, в Москве, в области выпал снег. Ну, бывает, что да, это Москва. Это глобальное потепление, да. Это глобальное потепление. Так вот, значит, жители Дмитрова, Дубны и там еще городов численностью 24,5 тысяч человек, ну, подумаешь, 2-3 суток без света. Ну, вот так, что, ничего страшного. Малого неба не было, ничего не летало, да, не трещало. Это просто вот сети и Россети. И вот потом, значит, кстати сказать, пусть они обижаются на меня, но, ребята, просеки это стричь там, да, и все прочее надо. А в регламенте Россетях даже нет такого, климатическая опасность там как бы не входит. То есть, если это случается, им даже это не записывается как ущерб, ну, где-то в их там КПИ. Потому что, ну, это климатический ущерб, да. Ну, больше того, мне доводилось общаться с Россетями, у них в связи с тем, что
необходимо поддерживать конкурентную среду в России. Все, что касается просек, обязательно должны проводиться тендеры. Тендеры, да, у кого самостоятельно они не имеют на это пила права. длиннее, там, да, понятно. Это очень важно. Это вот, конкуренция у нас поддерживается на всех уровнях изо всех сил. Поэтому, когда нам говорят, что в Новгородской области валились деревья, автоматически возникает вопрос, почему они на провода отвалились. Вот, кстати говоря, мы еще видим провода там в Московском регионе, там еще на Воронеж я часто езжу. Там более-менее понятные просеки, они видны и убраны. Вдоль дороги же идут. Может быть, там, понятно, не 220 вдоль железной дороги идет, но все равно почищено. А вот я ехал на Урал, и там уже поезд шел по верхнему пути, Кострома, Кировская область, там просто, там вот кустика, из него торчат провода. Это не 220 киловольт и не 500, да, и может быть даже не 35 киловольт, это вот кустик, вдоль дороги идут, садец железка этим питается. И вот упало дерево, кустик, и все. Там в этом смысле там просто сотни и сотни. Да не в этом дело. Главное, чтобы конкурентная среда была. Да, была. главное, конкурентная среда. Потому что, электрик, собственно, бензопилой. Тут это вот особый разговор. И, конечно, климатическая проблематика, она специально была вдавлена в жесткие критерии этого идиотизма с СО2, низкоуглеродного идиотизма, с тем, чтобы реальные климатические угрозы, отошли на второй план. А их полно. Та же, кстати, Московская область, откроешь климатический план Московской области, который по закону они должны были по постановлению сделать в позапрошлом году, это 6 страниц. Даже не о чем говорить. Но, возвращаясь к первой части вашего вопроса об энергетике в целом, да, понятно, что она была рассчитана на все экстремумы, да плюс еще, я извиняюсь, 15-20% сверху, чтобы было. Это вот такое правило в энергетике, поэтому мы с вами это хорошо помним. Этот запас и позволил стране прожить все эти годы, размышляя об избытках мощности, размышляя о том, что там что-то есть, о том, что социализм был и коммунизм был совершенно расточительный, он какой-то был совершенно неэффективный. Но на этом всем жили все эти годы, на мощностях, на перетоках, на возможностях центральной единой энергосистемы по переброске мощностей. При этом надо понимать, что Чернобыль — это не просто зона, это не просто миллиарды рублей, которые, потрачены, и 200 тысяч ликвидаторов, 500 тысяч человек, прошедших через зону, а это еще остановка строительства, так скажем, навскидку объектов примерно 60. Только в нашей книге 20 объектов, АЭС, АТЭЦ и АСТ, да. Это, причем готовность у кого-то была 90%, как, например, в Нижнем Новгороде АСТ была готова на 90%, завози топливо и поехали. Нашелся радиофизик с такой редкой фамилией Б.Е. Немцов, который это остановил. В Воронеже тоже АСТ, атомная котельная, была готова на 67%. Нашлась группа политических проходимцев с учеными степенями, кстати, с ядерной физики, которые тоже возглавили процесс, потому что волна пошла, это остановлено. И потом там много всего. Мне рассказывали, на Урале я был, рассказывали, что Свердловская область должна была, в том числе, топлива-то своего нет, это одна из самых энергоизбыточных областей, а это Урал. Промышленный шпионаж пошел. Немцы учились за Демидовым наблюдать на Свердловской области, потому что немцы пошли в рост, а РУР пошел в рост, и все прочее. А топлива было мало. А Демидов и его инженеры-печники построили такие печи, которые были с минимальным расходом. Так немецкая школа разведки, она училась на Урале тырить эти секреты, как были построены нашими инженерами первые металлургические заводы. Это не байка, это такая одна из таких. Поэтому Урал тоже думал несколько станций. И АТЭЦ, теплоцентраль, и, соответственно, обычные станции. Да, Костромская АЭС, Татарская АЭС, Харьковская АТЭЦ, Харьковская АТЭЦ, Минская АТЭЦ. Это просто. И плюс еще куча объектов, которые грохнулись из-за этого. Плюс гернское направление, мы с вами об этом говорили, ВТГРы, высокотемпературные газоохлаждаемые гелиевые реакторы, которые тоже были приостановлены, потому что изменилась картина, плюс все распад и все дела. И поэтому, конечно, интересно бы проследить эволюцию этих подходов, да, от ГЛРО и до нынешних дней. Это же очень интересно, да? Пока, да, это все, как вы правильно сказали, рассчитано на некий условный какой-то будущий спрос в 1,5%, который, кто-то где-то посчитал, но никому не сказал, ни с кем не согласовал, и поэтому считает, что этот спрос будет. Или не будет. Или он будет 7%. Или будет, но не в этом регионе. Или будет, но не в этом регионе, а рядом, да. И так далее.
Ну, и вы знаете, вот замечательный закон, к которому почему-то все время приклеивается в моей голове прилагательное пресловутый закон об электроэнергетике 2003 года. М, Там, если помните, слово энергетика вообще, по-моему, отсутствует, там про деньги. Это Это, слово дерегулирование там да, часто хорошее вот, слово, это да. Да. замечательно, Антимонопольная политика, да. замечательная совершенно вещь. Чубайсятина, запечатленная на скрижалях, и мы с ней живем вот с 2003 года. Причем нас ведь тогда уверяли, что именно так живет Европа. Вот надо никак иначе, мы же это от Лиссабона до Владивостока и так далее. Я недавно для себя сделал большое открытие, когда начал изучать единую энергосистему Франции. Да, с российской не сравнить. Материковая территория Франции без заморских территорий, что-то там около 500 тысяч квадратных километров с одной стороны, с другой стороны объединенная энергосистема Юга 440 тысяч, объединенная энергосистема Центра 700 тысяч квадратных километров, то есть сопоставимые вещи. Если кто-то может сказать, что Франция это не капитализм и не свободный рынок, это точно не я. Да и не вы не сможете. Если кто-то будет говорить, что опыт пятилеток советских был перенят в Китае, в Японии и так далее, восточной деспотии, неинтересно. Вот Франция, Вторая мировая, как бы она там ни выглядела, так скажем, экономику Франции тоже изрядно потрепала. Март 1946 года, Временное правительство, господин де Голь. Шарль, на всякий случай, мало ли кто еще путает. Капитализм сплошной. В апреле 1946 года была создана компания EDF, дату сейчас не назову, и в тот же день вышло распоряжение правительства о национализации 1650 частных компаний, владеющих ГЭС, сетями, подстанциями, и капитализм не пропал. Компания EDF продолжает работать. Вот о том, что надо отделить генерацию от передачи и вот прочее, во Франции все это слышат. Я не спорю. В собственности под управлением EDF из общей установленной мощности 54 почти процента электростанций. То есть, частный эффективный собственник, вот все в порядке. Вот у EDF только 54% мощностей, 46% у частников эффективных, в отличие от этой гигантской неповоротливой EDF. А вот доля генерации у EDF 89,1%. Потому что она большая, неповоротливая. А эффективные частные собственники, 44% мощности, они вот уже почти 11% дают. И никто во Франции от этого не погиб еще. Больше того, Европа в обязательном порядке, там вот все это, приватизация и прочее. Сети отделили от генерации. Магистральные сети во Франции, они, кстати, 60 киловольт, поменьше, чем у нас, управляет и диспетчеризует компания РТЕ. Независимая, абсолютно самостоятельная. Акции EDF 50,1%. Распределительные сети, вот то, о чем у нас чаще всего голова болит, независимая абсолютно компания Эденис. От 60 киловольт и ниже, то есть они работают до последней мили, до розетки, до выключателя, абсолютно самостоятельная, 100% акций принадлежит компании EDF. Почему им можно, а мы должны были отделять генерацию от всего остального? И распределительные сети диспетчеризуют тоже EDF. Все в одних руках. Европа, Евросоюз, там еще добавьте 10 тысяч обозначения. При этом неповоротливость совсем государственной энергетики Франции вот по прошлому году, если убрать взаимные перетоки, экспорт электроэнергии 85 миллиардов киловатт-часов. А в России в прошлом году 7,44. К слову. Вот. Это о том, как можно организовать энергетику
Причем это электрическая энергетика, не тепловая. Это отдельный вопрос. Тепловая энергетика Франции нужна поскольку. В 1974 году приняли решение, что будет электрическое отопление, и живут. И ничего не меняют, и не реформируют, и на приватизацию никому ничего не отдают, строят себе и строят, работают себе и работают. Вот такие удивительные вещи. Вроде у них капитализм, у нас капитализм. Но у них вот спрашиваешь про электроэнергетику, француз встречает ЭДФ. А у нас, значит, ТГК-1, ОГК-4, ПГК... У них, посмотришь список владельцев электростанций ЭДФ. Ну, и там что-то мелким шрифтом. Потому что эти 44% это как раз солнечные ветровые электростанции. Вот они там 10% на гора выдают. Ну, это к слову об электроэнергетике, о том, как можно все организовать. ЭДФ владеет и атомными электростанциями, и гидроэлектростанциями. У нас Росатом отдельно, Росгидро отдельно, да мы еще приватизировали гидроэлектростанции. Вот что мы хотели добиться-то, вы можете объяснить? Вот в чем мы хотели? Там третий год я примерно хорошо помню, потому что была эта группа, которая активно работала, и целью которой было, сейчас мы поймем, что важно, да. Была группа, которая противостояла, она была разрозненная, назывался губернатор Крес, по-моему, Кузбасса. Извините, пожалуйста, что не помню точно. Да. Называлась группа вокруг профессора Кудрявого, замминистра энергетики в то время. Вот. И еще были разрозненные. Просто нахрапистая вот эта вот шпана, она была нахрапистая, и поэтому она побеждала, рисовала картинки, что спрос будет в 2 раза, и там это, и вот, значит, у нас будет все эффективно, экономично, и все подешевеет, инвестиции придут. И было понятно, что они врали самозабвенно, как у Булгакова, да, редактор соскошен от постоянного вранья к носу глазами, так и тут было понятно, что что-то не то за этим стоит. Другие цели стоят. А другие цели потом были озвучены этим субъектом, который летел в самолете и который сказал, да при чем здесь эффективность? Надо было грохнуть коммунизм. Поэтому главная цель реформы электрической, она блестящая, она достигнута по полной программе. Вот, низкий поклон всем архитекторам, инженерам и всем тем, кто за этим стоял. Ее цель была сделать энергетику, инфраструктурную отрасль, которая невиданно развилась в нашей стране и послужила скелетом развития, сделать ее скелетом торможения, сделать ее источником торможения всего развития, любого экономического, социального, социально-экологического развития и так далее. Эта цель достигнута блестяще. Просто можно какую-нибудь премию шнобелевскую выписать товарищам. Правда, часть из них за рубежом, часть Лефортова, часть вышла, и теперь они у нас какие-то режиссеры. Есть субъект один такой бывший энергетик, сейчас какой-то там режиссер или актер, что ли, не поймешь. Поэтому такая вот уже давать-то некому сейчас, по большому счету. Поэтому сейчас вся возня вокруг этого якобы законопроекта, якобы каком-то инфраструктурном развитии, это все наносное, оно все сделано на фундаменте, который расползется, и под этим нет ничего. И закон-то, мы хорошо помним, это закон не об электроэнергетике, а о том, как правильным пацанам раздать все, чтобы было, и чтобы при этом, чтобы Владимир Владимирович, вроде как не грохнулось, смотри как, ничего так. Правда, потом грохнулось, потом, значит, была Шатурская авария, да, которая показала там, как чего с управляемостью турбин, потом была Саин-Шушенская ГЭС, все по полной программе и дальше. Ну, ладно. Мы сейчас возвращаемся, там, когда вы говорили об этом, прозвучало Белоруссия, да, вот где, собственно говоря, слово приватизация, оно не то чтобы ругательное, да его просто там нет в обиходе, да. Потому что, кстати сказать, с ним далеко не все знакомы. Ну, далеко не все знакомы, потому что работала и работает. Ну, инженер уже какая-то, когда что-то сложное, техническое, не трогай. Работает, не трогай. Не трогай, а то же потом сам пострадаешь. Так и тут. Очень красивый пример. 2 АТЭЦ начали строиться в одно и то же время, в середине 80-х годов. В Харьков АТЭЦ атомная теплоэлектроцентраль, 2-миллионник. И Минск, он в то время даже был меньше, чем Харьков немножечко, да? Да, Минск похолоднее, чем Харьков. Ну, заложен котлован, все, вот стройка, все пошла. В Харькове уже к 2000 годам, значит, запустение, бурьян, один дом, как ни странно, даже не промышленные корпуса, остались куски жилого дома для персонала. А в Минске, простите, пожалуйста, это Минская ТЭЦ-5, на секундочку, блестяще работающая, с ПГУхами. Значит, все шикарненько. Там девочки устраивают эротические сессии на фоне этих градирин, этих блестящих брызгальных бассейнов. Очень симпатично. Посмотрите в сети, да? Ну, вот подход. И, кстати говоря, об аварии, да? Ведь действительно 2/3 выпало-то в Белоруссии.
на самом деле. Пока был Союз, пока был Госком Чернобыль, все это было понятно. А потом, когда стало, у каждого свой Чернобыль стал, ну, комитет по управлению делами Чернобыля, да, украинский, российский и белорусский, да, то вот все стало по-другому. А сейчас я, ну, как бы не бросал эти контакты, и в этом году, вот когда было 40-летие, мы наш круглый стол проводили в Московском энергетическом институте и как бы сконнектировались с круглым столом, который проводил МЧС Беларуси. Ну, у нас коротенькая пресс-конференция ну, где-то вот и Тартас, и МИА сегодня, и вот это информационное агентство. В ней Адамов и еще там 5 человек. Выпущен такой средненький госдоклад ИБРАИ 40 лет аварии, даже не МЧС, а ИБРАИ. Ну, то есть это научный институт, это не государственная структура, которая призвана за это отвечать. Она в этом году не стала ничего выпускать. А в Беларуси это конференция суточная в МЧС. Приглашены все министры, все это самое. Блестящий, значит, научный сборник, доклад 40 лет, осмысляющий и экологические особенности, и социальные последствия, медицинские последствия, технику, деньги, эффективность использования денег и все остальное. Ну вот разница подходов, да. Она очевидна в этом смысле, да. И плюс АЭС, естественно, построенная там, плюс невиданное, кстати сказать, вот тоже посмотреть опыт-то, да, снижения энергоемкости. Ну, глупостью, да. А вот, ну, играем в эту игру снижения энергоемкости. Беларусь за 15 лет снизила ее почти в 2 раза. И вот он реальный пример, как можно работать. Да, маленькая страна, да, значит, расстояния другие, экономика другая. Но, пожалуйста, вот он пример. Как мы распоряжаемся этим. И сюда же маленькая тоже кусочек про последствия. Полесский заповедник, он такого же размера чернобыльский, как и Чернобыльский заповедник. Что-то около 2500 квадратных километров. Условно говоря, 2 Москвы в пределах МКАДа. Ну, или Москва-Стенау, да. Небольшие они, да, и там, и там. И там, и там, значит, об этом не принято говорить в кругах рукопожатных экологов, потому что произошло невиданное. Биология, экология очистилась. Значит, в этих зонах нет людей, мало очень самоселов. В этих зонах просто невероятное происходит экологическое восстановление. Значит, завезено туда 25 особей лошади Пржевальского, сейчас их 250-300, даже не посчитать невозможно. Лошади Пржевальского гоняют по зоне волков как тузиков, и это уже попадает на фотографии, да, значит, кабаны, медведи, рыси, ну, там просто не видно. Значит, даже вот, и, кстати, экологи Беларуси пишут, что, простите, если я ошибусь в количестве тысяч, то ли 28 тысяч болотистых черепах, то ли 48 тысяч болотистых черепах, которые ими зафиксированы. Произошло что-то невероятное. И это, кстати, Переслегин вот там об этом тоже уже писал, на уровне 2018 года его книжка вышла, что, честно говоря, это пугает больше, чем пугалки с двуголовыми собаками и с шестиногими, потому что как так могло произойти? Природа, у нее тоже же там волки, лисы, они же тоже кровь, у них же белые тельцы все, у них же кровь. Почему? Они там невиданно размножились, бегают, растут себе, значит, ползают там, значит, ну, то есть все эти... Я где-то видел тоже белорусскую статью по поводу рыб, которые во всех там озерах, ручьях в неимоверных там количествах. какой-то черный сом вылез, и он не светится же по ночам усами, он все, это экосистема... На берег покурить не выходит? Да, экосистема невиданным образом восстановилась. Более того, она вот там, они исследуют процессы, которых нет в других лесах, потому что там люди шастают, да. А там вот это произошло. И это, кстати сказать, ого-го себе эффектик, да, очень интересный, как это могло произойти. Вот, то есть, вот, и поэтому еще раз тоже, да, это вот касается неослабевающей актуальности самых разных аспектов, которые мы попробовали здесь отразить. Ну, вот такая книга для подумать, почитать не торопясь, без спешки. Понятно, что не каждый из авторов пытается охватить все сразу, а вот если прочитать весь сборник, тогда уже картинка становится объемнее. Ну и там, бога ради, извините, что перебиваю, там внутри то ли 120, то ли 130, я устал считать, ссылок на реальные интервью, на книги, на документы, на вот там, вы говорили о, значит, решении государственных органов. Там на 5 страницах решение государственных органов по тому, как создавались структуры, работающие на Чернобыль, на нескольких страницах, да, ну и так далее. Там 130 ссылок, на которые нажимаешь. Ну, есть, кстати, компьютерный вариант в сети, он немножко проще, это вариант 2020 года, его тоже легко найти, он
так же легко ищется, да. И там эти ссылки работают. Ну, кроме Ютуба, который сейчас понятно, по каким причинам надо там что-то подшаманить, чтобы он там у себя работал. Ну, то есть там внутри еще есть такая вот целая сеть, которая вот, на которую можно проверить то, что мы обосновываем, либо на что ссылаемся. Там, кстати, еще и про Фукусиму тоже. И Фукусима же тоже, кстати сказать, Фукусимская зона тоже очистилась. И зайцы, и лисы, значит, какая-то там даже фотка какая-то смешная, обезьяна там где-то сидит. Вот, тоже все очистилось, все в этом смысле. Те же самоселы залезли, и в этом плане там, значит, все как бы совершенно такая же картина, как и вот по этим зонам. Ну, и вот что касается белорусской территории, которая была заражена, там, конечно, блестящая работа Института ядерной физики Сосны. Они десятилетиями там работали, исследуя все аккуратно, и как ведут себя радиоизотопы, и как ведет себя вся биологическая система. То есть они никуда не спешили, они не гнались ни за какими сенсациями. Пласт работы, опыт у них, конечно, колоссальный. И если говорить о белорусской атомной электростанции, то решение, да, конечно, принимал Александр Григорьевич. Но, тем не менее, когда он обратился к специалистам, они сказали, да, атомная энергетика – это то, что Беларуси необходимо. Это те же люди, которые проводили исследования все эти годы вот этого чернобыльского следа. То есть это настолько белорусский подход. Они знают все стороны атома, крайне отрицательные. Они посмотрели, как выглядят положительные решения. Ведь перед тем, как принимать решения в пользу Росатома, целая делегация из специалистов Института ядерной физики Сосны проехалась, посмотрела, как стройка идет в Финляндии на тот момент, в Китае побывала, да. Оценила все, оценила без всяких шуток цыганский табор на площадке атомной электростанции Олкилоута. Они на субподряде, да. Могу ошибиться в количестве. И пришли просто с докладом, да, вот Росатом, да, это нам подходит. Так, по-хозяйски, не торопясь, вот, без суеты какой-то, без проявления какой бы то ни было паники. И вот это какая-то основа, то, что мы не поддаемся панике. Ну, я действительно был приятно удивлен, когда проходил референдум в Казахстане о приемлемости атомной энергетики для Казахстана. То есть с их семипалатинским следом, вот этим оставшимся теперь уже понятно, что на многие-многие годы, тем не менее, да, нам это подходит. Если бы сейчас такие опросы проходили в России, ну, тут что-то у меня сомнения по поводу того, как бы мы реагировали вот на, допустим, то, что распланировали, страшное слово, и реализовали во Франции. Ну, да, у Росатома огромные успехи, но с 81 по 82 год, там календарный год получился, за один календарный год во Франции было введено в эксплуатацию 9 атомных энергоблоков. Тут они строили. Хотя тоже настроения были, что а как же, а вот 3 Майл-Айленд, а вон как страшно. Нет, не страшно, объясняли французские инженеры, показывали, рассказывали, что произошло, где произошло, почему здесь произойти не может. Мне кажется, что если бы более осмысленно анализировали то, что происходит сейчас в России, сравнивать не с какими-то абстракциями, которые существуют только где-то в учебнике экономикса, в законе об электроэнергетике. Но вот у нас сейчас на высокие трибуны поднимаются серьезные чиновники, размышляют о том, как же сформировать единый отраслевой заказ для предприятий энергетического машиностроения, для электротехнических предприятий. И все спорят, потому что есть мнение системного оператора, есть мнение Минэнерго. ТГК-128 выступает против ОГК-45/Z. Какая скучная жизнь во Франции, где все решает одна государственная компания, да и полностью государственная компания. Может быть, мы не тот пример взяли? Может быть, как-то о чем-то поразмышлять? У них без эксцессов. Понятно, что проблем хватает. Там вот эта атомная пауза, связанная с 2 авариями подряд, с американской и с чернобыльской, тоже сказалось не самым положительным образом. Но когда мы говорим о том, что надо приспосабливаться к изменениям климата, мы говорим общие слова. МТФ выделили деньги, они начинают перекладку подземных кабелей. Прогрев почвы,
кабели, которые положили 50 лет назад, не удержат, они их просто выкапывают, кладут новые. Ну, кстати, Вот вот без суеты. две станции остановились сейчас из-за жары. Ну, им Кстати, это да, как-то... кто думал об этом, да, кто думал об этих эффектах. Сейчас эта проблема охлаждения становится весьма важной для Для них совершенно не важно. тепловых. Да. Абсолютно не важно, потому что в прошлом году, повторюсь, экспорт 85 гигаватт, при этом доля вклад газовых электростанций 3%. То есть там запас колоссальнейший. Вот как соседи будут себя чувствовать, это уже другой разговор. Ну, тут же тоже надо вспомнить, тогда, Борис Ильич, аварию испанско-португальскую аварию прошлого лета, когда тоже была жара, и блоки французских станций немножко прикрутили. Там даже... не прикрутили, там был пожар в Ну, Пиренеях. да, вот на этом останов кабеле. был небольшой, да. А полезла солнечная генерация и как бы немножко слишком сильно полезла, как говорят. И тоже вот такая штука. Я возвращаюсь к вашему вопросу, которым вы сказали. Да, сейчас все иное, но и уже даже относительно 2003 года все иное. И сейчас очень большую роль климатические изменения же это в основном не про, значит, жуткую жару-то. Ну, это про пики. Значит, про пики нагрузок. А вот это сейчас вообще, говоря, совершенно выпало из энергетического планирования, скажем так. И пики нагрузок, они же для нашей страны крайне разнородны. Одно дело Норильск, другое дело Хабаровск, Воронеж, Сочи, Минск там или, ну, в смысле, Смоленск или прочие. Пики у всех разные. И вот так теперь сделать, чтобы было сбалансировано все по пикам, а это, значит, разнородное оборудование, да, и его режимы, плюс еще как-то вот про надежность бы здесь не забыть, да еще и про эффективность, это задача на 15 докторских и там на 6 академических, там, значит, 6 званий академиков, ей никто не занимается. Ей не занимается, она даже не поставлена так. Академия наук считает еще чего-то, значит, в каких-то режимах говорит, еще чего-то, какие-то научные статьи существуют, там, значит, доценты и профессора занимаются, прости господи меня, коллеги, простите за это, значит, какими-то мелкими научными задачами, а задача оптимизации энергосистемы, причем оптимизации как на уровне страны, так и на уровне макрозон и на уровне микрозон, она не стоит вообще никак, она не финансируется никак и вызывает, ну, кучу недоумений. А это сейчас самая главная задача, включающая сюда распределенную генерацию, прости господи, ВИА и все там прочее, потому что и на проме тоже звучали такие, вот там ВИА спасут там. Как это ВИА спасут у нас? Значит, наш Урал, например, это очень интересно. Я сегодня же опять шел мимо турбины, которая... Вы ее видели, Борис Ильич, турбины, которая стоит перед Московским энергетическим институтом. Слева на постаменте маленький памятник, 4 мегаватта. Ну, она вот размером с этот стол. Едва, по-моему, чуть больше 1,5 метров. 4 мегаватта. Вот я смотрю на нее, колеса примерно вот такого диаметра у нее, да. И вспоминаю, что внутри института у нас стоит 2-киловаттный, значит, тоже такого примерно диаметра, те самые лопасти, 2-киловаттный ветрячок. Вот что нужно, чтобы эти ветрячки заменили эту турбину? Всего-навсего 2000 ветрячков нужно. 2000 ветрячков. Маленьких, скромненьких, займут таких, они там сколько, да, ну, сейчас таких меряют не в гектарах, а в футбольных полях. Чистых, да. Ну, правда, для них нужно... Хочу посчитать, в следующий раз скажу эту цифру, сколько нужно 100 метров на 100, чтобы это все встало, и чтобы оно друг другу не мешало, сколько кабелей нужно, от слова кабель, да, сколько нужно инверторов там и всех прочих. Каких да? нужно ставить Да, инверторов. и так далее. Вот, пожалуйста, вот он пример. Вот он пример того, что вот видение этой картины срочно нужно, а это уже теперь супер актуально, и что там говорить. Ну, и опять же, вот, когда смотришь, да, понятно, что не только слова президента о необходимости разворота на юг и на восток, но это логика жизни подсказывает. Наиболее активно развивающиеся регионы мира от нас на юго-востоке. Парадокс 80 на 20, 20 на 80 никуда не делся. 80% населения на европейской части России, за Уралом 20% населения, где 80% земли, а европейская часть России 20% населения. Там проводились разработанные Министерством энергетики конкурсные отборы мощности. На тепловые электростанции просто никто не явился. Решили, что будут строить в общей сложности 1,7 гигаватт солнечной генерации и ветрогенерации. Ну, я, может быть, что-то не понимаю. Я же не заканчивал Московский энергетический институт, не работал в Министерстве энергетики. Вот, а как можно балансировать энергосистему Приморья
без тепловой генерации. Вы получите прекрасные цеха, они будут ярко освещены, аллеи к ним будут, там будут жужжать замечательные просто, вот самые новые в мире станки, но температура в цехе минус 20. Они точно будут работать? Вот что происходит? Что с нами не так? Что мы не так делаем? Большой сложный вопрос, еще на 5 передач, вот, поэтому хорошо, что мы его поднимаем. Я понимаю, что у нас комментарии накидывают нам с вами разные, что вы тут лезете, да ничего не знаете, да что... А что толку, что вы это сказали, тем не менее, все равно это важно, осмыслять эти задачи и их пытаться по кусочкам решать, по крайней мере. Мы благодарны «Авроре», станции, тому, что есть отклик, кстати сказать, вот в этой книге. Мы добавили человека, который нас нашел как раз по такого рода передаче и предложил свою версию Чернобыльской катастрофы. Это инженер Борис Алексин из Архангельской области. Вот он этим занимается тоже. 30 лет исследовал, он сам электронщик с хорошим таким инженерным прошлым. Вот он сюда дописал кусочек, который мы с удовольствием взяли. И поэтому вот это вот такое вот, собирание этих кусочков и есть наша цель. В любом случае мы понимаем, что это не будет потеряно. Вот. А то, что пока... Почему так происходит? Тут 1000 причин. То экономических, то чисто бытовых, то психологических, то с образовательными у кого-то плохо просто делами. Да? Тут уж мы ничего не можем сделать. Мы можем просто собирать с вами то, что мы умеем делать. В этом смысле я приглашаю и коллег из Казахстана. Вот Петр Своик очень активно, мы с вами знаем, тоже в этом направлении движется. Да? Собирая этих коллег и собирая идеи, которыми мы можем двигаться. Вот сейчас появился в Саратове молодой профессор Валерий Осин. Вот он сейчас как раз затевает идею так называемой превентивной энергетики, которая бы откликалась на возможности аварий разных. И малого неба, большого неба, среднего неба и теплого водоема, кстати сказать, потому что в Воронеже пока станция не отключается от того, что в Дону, от того, что очень жарко. И слава богу, как говорится. Там градирни другие. И я повторюсь, Франция совершенно спокойно на это смотрит, у нее огромный запас. То есть из того, что она генерирует, она держит всех соседей. Германцев, которые отказались от всего, от чего могли, включая угольные электростанции. Ребят за Пиренеями, у которых на самом деле там, если смотреть на их блэкаут, они просто потеряли частоту. И сейчас, на самом деле, негласно Францию берегут все. У нее доля генерации на солнечных и ветровых электростанциях в пределах 25%. Выше они подниматься не хотят. Смотрят все, потому что 57 реакторов частоту держит ротор, который вращается внутри статора со скоростью 50 оборотов в секунду. Средний вес ротора в атомной электростанции больше 100 тонн. У них еще и получилось так, что эти 57 блоков распределены по всей территории. То есть это вращающий момент невероятный какой-то. Теперь ее все берегут. Не надо вам так много солнечных электростанций. Пусть крутятся эти жуткие роторы, они большие и тяжелые, они нам нужны. Здесь как раз в этом смысле это на стыке получается нескольких таких инженерных задач. Надежность, она же безопасность, устойчивость, эффективность, энергетическая, экологичность. Значит, это все вместе. На этом стыке никто не работает. Эти за эти отвечают. На стыке нет. Тут мы пытаемся апеллировать и к Совету Безопасности, потому что эта задача такая же, она касается и всей экономики, по большому счету. Да? Поэтому мы уверены, что мы движемся, собирая коллег для того, чтобы синтегрировать это ядро, осмыслить его и предлагать его, двигать его дальше. Какой регион, может быть, возьмется первым, министерство какое-то осмыслится и возьмется первым, никакого сомнения, потому что задача слишком сложна, органы, которые в структуре управления этим бы занимался, нету комитета, как он назывался, по единым производительным силам, да, совета по производительным силам, такой структуры не существует, госплана нету, разговоры о нем считаются неприличными, хотя на секундочку посмотрим там на другие очень большие и успешные страны, там вообще это... опять же, про Китай говорить нельзя, у них коммунизм, это страшно. Японцы мне говорили, что если японские чиновники, если у них экзамены проходят на чиновника, если он не знает опыт ГЛРО и советских пятилеток индустриализации, он не получит эту должность. Не, я специально готовился к тому, что восточный менталитет, там все по-другому. Франция.
1958 году было два решения. Одно решение о вхождении в круг стран, обладающих ядерным оружием, второе решение создания комиссии ПИОН. Ни за что не расшифрую, там все 4 слова французских. Числился он неким консультативным советом при правительстве. Туда входили люди из комиссии по атомной энергии, военная часть. Туда люди входили из свежесозданного Фроматом, он в 1958 году тоже появился. Туда входили... В общем, это был надведомственный орган. Вот классический такой ГРУ, но при капитализме. Крупные промышленники, они между собой решали, кто берет на себя какую часть по машиностроению, по приборостроению, по прочему. Они никуда не торопились. Они смотрели, как пошла первая атомная электростанция ШО. Вы уж извините, это название города, где она построена, ШО. Они на все это смотрели, как Фроматом осваивал технологии водно-водяных реакторов. Они все это изучали. И когда в 1973 году грохнул нефтяной кризис, правительство Пьера Месмера получило на стол просто разработанный план. Рискнешь? Он рискнул. Они 20 лет работали, чтобы положить этот план на стол. Из частного бизнеса крупного, из ЭДФ, которая, разумеется, там боролась за стандартизацию, за типизацию всех атомных электростанций. Это при капитализме. Не ГЛРО, которая за 2 года справилась со своей работой, потому что полномочия такие были. У них такого не было. Но это был орган, который мог это делать. Почему у нас такого нет? Почему мы считаем, что... Вот во Франции люди из нескольких министерств работали там, из Министерства промышленности, электротехнической промышленности и так далее, и так далее. У них получилось. Да, 20 лет готовились. Но у нас с 2003 года прошло никак не меньше. Но независимые экспертизы было мало в России... аварий, да, потому что энергетики после каждой аварии там очень... Нехорошо так говорить, радуются, потому что внимание властей к этому приковано. И вот, в частности, 5-6 год Москва, да, Чагина и тяжелая зима 6-го года сели, появился концепт. Кстати, тогда Академия наук сработала хорошо в этом, привлекая и разных специалистов. Появился концепт развития энергоузла Москвы. Блестящая работа. И очень практичная работа. Все реализовано почти практически. И кольцо, и мощности по повышению. Потом мы сделали программу энергосбережения, которая вписалась уже туда. Ну, кстати сказать, нюансик, да. Москва 15 гигаватт, московский энергоузел, 15 гигаватт примерно. А вот тогда, в том числе, были попытки, значит, то, что Москва развивается, область развивается, и, значит, к 30 году иметь, Борис Ильич, вы не поверите, 35 гигаватт. 35-40 гигаватт. В Москве осталось 15. Поэтому просто-напросто мы понимаем, что, и энергосбережение позволило подключить сетям 85-90 миллионов квадратов недвижимости без роста теплопотребления, и топливопотребление даже снизилось немножко, поскольку ПГУ были введены и так далее. Да? 85 миллионов даже представить себе невозможно. Это, на секундочку, Саратов, Воронеж и там, например, Нижний Новгород без роста топлива и тепла. Невозможно представить себе, а это правда. И страна за это время подключила 1 250 000 000 недвижимости к системам централизованного теплоснабжения, и оно даже немножко уменьшилось, потому что введены автономные источники, там сети чуть лучше, да, дома чуть лучше, котельные чуть лучше. Но этого мало. Сейчас нужно, естественно, мощности рост и разговоры о том, что да мы где-то там много потребляем, да у нас там что-то там успокойтесь. Минэконом даже до сих пор не знает точную цифру, сколько мы топлива потребляем в стране. До сих пор там цифра какая-то меньше миллиарда, хотя мы давно уже ушли за 1 200 000 тонн условно топлива в год. И мы, невиданный скачок страна произвела с 6 тонн до почти 9. 6,2 было. На уровне 6 на человека тонн в год, да, а стало сейчас почти 9. Это невиданный скачок. Просто он прошел незамеченным. Так экономика же выросла. Посмотрите, что нефтепереработка, насколько увеличился коэффициент переработки нефти. И эта цифра, все равно мало. А
А Канада 16 тонн на человека, Америка тоже 16, а мы 9, еле-еле 9. По нашему климату мало. Мы энерго не хватает, энерговооруженность слабая во многих очень. Я уже не говорю там про удаленные поселения, которые, так сказать, совсем все по-другому. Мало. И это мало даже сейчас уже надо понимать, что это рост должен быть четко совершенно в 1,5 раза. Вот отсюда надо исходить. Тогда мы сможем и транспорт электрифицировать дополнительный, новые ВСМ запустить там все, электропереработка, плазменная переработка мусора. Значит, прости господи, смарт-города там все эти самые, да, все это вот. Электротранспорт, ведь никто не считал последствия реального перехода на электротранспорт. Шанхай, да, полно машин уже, шел в октябре. Стою у перекрестка, думаю, сейчас они зашумят, я перейду, значит, дорогу. Они поехали бесшумно. Страшное ощущение. Мимо тебя шарится поток машин, и все они не шумят, тихо. Можно я скажу цифру потребления Шанхая электроэнергии? Шанхай у нас, да, 23 миллиона, но это же не Шанхай, это же Шанхай-Сити, это меньше всего. Шанхайская агломерация, значит, 23 миллиона человек, 130 миллиардов киловатт-часов. Значит, Московская область, Москва, да, Москва 48 миллиардов киловатт-часов. А это что такое? В Шанхае что у нас, значит, как в Абу-Даби соленая вода выпаривается? Или там нужно столько электричества? Да нет, там, ну, как бы и жары-то сильной такой нет. Это что такое? А может быть, эта доля, это за счет того, что электромобильчики уже тянут такое Вполне количество? может быть. У нас ведь, Кто считал-то? У нас вот еще какой момент. Если мы смотрим на перспективы развития, на энергетическую стратегию, извините, пожалуйста, нельзя ругаться, а я что-то сказал. Генеральная схема размещения новых объектов генерации на период до 1942 года. Прекрасно. Ее разработали год назад. Осенью прошлого года на российской энергонеделе президент России, хотя, казалось бы, это не его уровень, говорит о необходимости развития ЦОДов. Центров обработки данных, направления искусственный интеллект. Прямо во время российской энергетической недели Росгидро подписывает договор по незадействованным мощностям у Среднекамской ГЭС 150 мегаватт. ЦОД будет строиться в Магадане, потому что есть электричество. Замечательно. Месяцем позже Якутская топливно-энергетическая компания заявила и начала реализовывать проект ЦОДов в Якутии. Там рядом с Якутском, километров 600 на север, на газе. После того, как выступил Владимир Владимирович, была создана Государственная комиссия по развитию ЦОДов, правительственная. Первое заседание прошло в октябре, второе в феврале, третье в апреле. Питерский экономический форум. Владимир Владимирович напоминает о ЦОДах. Правительственная комиссия, вот в июле будет уже 4-е заседание. Прямо во время Питерского международного экономического форума компания Росгидро заявляет о том, что свой собственный ЦОД построят чуть ли не на площадке Саяно-Шушенской ГЭС, уже определены инвестиции, сроки и так далее. Нефтяники из Тюменской области выяснили, что попутного нефтяного газа получается больше, чем необходимо закачивать в пласт, они открывают ЦОД. И уже 4-е заседание правительственной комиссии. То есть, мы не совпадаем в темпах, мы в разных мирах живем. То есть правительственная комиссия, она продолжает заседание, она думает, как вписать ЦОДы в объединенную энергосистему, присваивает вам 4-ю категорию, то есть вы занимаетесь искусственным интеллектом, 4-я категория, это если возникает дефицит, вас просто отключают, ни о чем не предупреждая, развиваетесь. Мы говорим о том, что темпы строительства крупных электростанций явно не успевают за темпами развития энергетики. Но ни в энергетической стратегии, ни вот в этой генеральной схеме понятия распределенной генерации вообще нет. Раздела такого нет. Не в курсе. В начале этого месяца системный оператор признал, что собственная генерация крупных потребителей достигает почти 2 гигаватт. То есть это крупные заводы, которые уже просто строят для себя, чтобы самостоятельно как-то это делать. Осенью проходила выставка крупная про тепло и про электричество, малые предприятия. Собрались те, кто ставит малые установки, посчитали. По оценкам тех, кто эти газопоршневые установки, всевозможные прочие, ставит общая установленная мощность малой генерации от 38 до 39 гигаватт. Это уже 15% от общей энергосистемы.
Спрос на этот год оценивается еще в 2 гигаватта. И этого вообще никто не хочет учитывать. Про микрогенерацию я просто молчу. Ее не то, что в природе нет. Об этом даже не думают. Вам не кажется, что все это закончится тем, что вот при таких 2 скоростях, малая распределенная генерация и большая, серьезная, с заседаниями правительственных комиссий, разработкой энергетических стратегий стратегических. Кстати, а где дорожная карта? Ну ладно, это я опять не о том. Мы действительно дойдем до того, что у нас единая энергосистема будет нагрузкой, что выгоднее будет в разы ставить малую генерацию и отключаться от сетей. Вот не дойдем до этого? Ну, это еще на 5 передач у вас. Спасибо вам за вопрос. Да, нас времени уже поджимает. Просто тут надо сказать, конечно, не 3, не 5, не 2 гигаватта, а, конечно, десятки. Уже на уровне 2020 года цифра была за 20 гигаватт суммарно. Ну вот недавно, месяца 1,5 назад, пустили Лушниковское ПГУ. Пущено, это как бы считается малая генерация, да, 280 мегаватт, на секундочку, да, на синтез-газе с добавкой природного запустил Сибур на Казанском Урсинтезе. До этого они в Нижнекамске такую же запустили. Вот 2 штучки, 560 мегаватт, как вам циферка, да? Треть пусков мощности российских базовых. На секундочку, почти без топлива. Ну, подмешивают немножко к синтез-газу, подмешивают немножко это. Поэтому, конечно, цифры колоссальные. Считать их распределенной генерацией полная дурость, техническая, инженерная, философская, экономическая, какая угодно. Это использование вторичных энергетических ресурсов. Другая категория. Кстати сказать, повышение эффективности на самом деле. Ее нужно выводить в другую категорию, а не баловаться с тем, что это распределенная генерация. Даже в умах, ну, как бы должна быть по-другому. Ну, бог с ними. Теперь соды. Майнинг соды. Ну, понятно, что попробуем обойтись без абсцентной лексики в отношении майнинга. Вот, значит, сода чуть другая картинка. Но нам злые языки поговаривают, что сода и их мощность, ну, нас пугать содами. Кстати, 6 тонн вышли на 9, а другие страны 14-16 холодные и большие. Это без содов, кстати. Это просто нужды. Это просто нужды страны, да. Ну, теперь соды. Вот поговаривают злые языки, что соды это же вот раньше у нас там, значит, Яндекс, там Сбер, Алисы не было там, этой вот, да, значит, там что-то. Потом Облика, потом видеостена появилась. Вот эти мультики, которые там прыгают и скачут. Это соды это про это. Вот поговаривают злые языки, что соды это вот про это. А может быть, мы без этого обойдемся? Ну, как бы без Алисы, там, без вот этого вот баловства, без мультиков, которые сейчас в рекламе прыгают, которые, кстати, мешают, раздражают, и эта контекстная реклама стала вызывать уже просто дикое, даже уже не раздражение, а просто, в общем, чувство близкое к ненависти. Уважаемые товарищи рекламщики, кто-то если слушает меня, вы хоть фокус-группы-то проводите, чтобы бабки не выкидывать, значит, на ветер из-за этой контекстной рекламы, которая не работает на свою функцию. Но у меня, как теплоэнергетика, другой к вам. Не претензия, просто предложение. Поскольку соды на Западе, на северах Скандинавии не строят уже без утилизации тепла, вот то тепло, которое вы бессмысленно выбрасываете, переводите электроэнергию, которая добыта с КПД 30% уже, в лучшем случае, да, вы ее превращаете в тепло, то есть совокупное КПД энергетической этой установки 4, 5, 6 получается. Вы хоть это тепло используете. Потому что в Скандинавии уже эти соды отапливают поселки, города. А у нас даже разговора об этом еще не идет. Даже вот, это дорого. Я вот на проме подходил. Вот мы соды. Я говорю, слушайте, пацаны, а вот что-нибудь там с утилизацией? Да ну, с утилизацией, да что вы там это. Или холод. Ты на ушку ставишь, она тебе холод производит. Ну, хватит болтать. Вы же берете эту дорогостоящую мощность и переводите ее, ну, как бы вы эксергетически совершенно в ноль. Ну, хотя бы такое требование давайте вводить законодательно. Тут ведь у нас страна чудес. Если ЦО строится в холодном регионе, ну так а что ему не отапливать? Не только здание ЦОДа, хотя бы там водичку теплую помыться ЦОДоводителем. Якутская топливно-энергетическая компания, поселок Исыл-Сыр. Да, это не ЦОД, это майнинг. Почему? Потому что действительно доказанные запасы в ГКЗ почти 800 миллиардов кубометров. Годовой сбыт 2 миллиарда кубометров. Традиционно отапливается Якутск. Хотелось бы, может быть, на карбамид перейти, на что-то еще. Нет почему-то желания идти в банк за кредитом.
И они вот из того же самого газа просто потихонечку будут наращивать объем добычи, да, вот так, потому что кредитных ресурсов других нет. То есть мы уже до этого дошли, у нас уже вообще все в порядке. Вот когда они почувствуют, что можно заняться глубокой переработкой газа, но для этого финансы требуются. Почему они не идут в банк? Борис, это еще 6 передач, поэтому да, давай тоже. Ну, и на проме, кстати, об этом хорошо сказал сенатор, руководитель комитета по энергетике и промышленности в этом смысле. Хорошее предложение. Сейчас уже на память чисто не процитирую, поэтому нужно отложить на следующий раз. Я надеюсь, что встреча была не последней. Мы так сегодня бегом-бегом, давно не виделись, попробовали общую картинку, общие размышления о капитализме в разных формах, о том, почему нельзя бояться плана, о том, почему энергетика может развиваться только за счет межведомственных проектов. Она в России база для всего остального. Если вы пишете стратегию, то это не про то, сколько электростанций вы хотите. Это про то, какой вы хотите видеть Россию в 50-м году. И в 60-м. Заодно. Спасибо. Спасибо, что нашли время. Спасибо, всего доброго. Пишите комментарии, будем рады услышать пожелания. Всем всего доброго.